Приветствую, друзья! Сегодня у нас на обзоре один интересный воблер Dingo 100S от бренда Lurmax. Впервые услышанное название приманки флешбеком уносит меня в школьные годы на урок географии, поскольку это идентично названию дикой австралийской собаки Dingo. Уж не знаю, сознательно ли производители провели такую параллель или нет, но воблер теперь прочно ассоциируется у меня именно со злой собакой, которая охотится на не менее опасных хищников только из водных глубин. Посмотрев стыдливо скошенные глаза воблера, сразу узнаешь форму одной очень популярной брендовой приманки. Да, это не что иное, как реплика надула реалист Jerkbait. Но это, кстати, не точная копия, а именно реплика, как говорится, со своей изюминкой. Тут надо сразу оговориться, что я никак не переживаю по поводу ловли рыбы на небрендовые эталонные приманки. Да, довольно часто это неточные копии, и они четко не повторяют поведение эталона в воде. Но если разобраться в особенностях модели, то они способны быть не менее эффективными. Тут главное понять их фишку и правильно применять. А порой они довольно удачно дополняют эталон, расширяя возможности вашей ловли. Что касается бренда Lurmax, могу сказать следующее. У меня есть определенный набор их воблеров разной направленности. Что-то я уже попробовал, что-то у меня уже сработало, а что-то даже в воду не макал. Но в целом качество продукции у Lurmax на достаточном уровне, чтобы успешно ловить рыбу. Ну а теперь давайте перейдем к техническим характеристикам. Воблер Dingo 100S – это такой медленно тонущий, типичный твичинговый воблер с рабочим заглублением от 0,5 до 1,2 метра. Кстати, у оригинала в линейке нет тонущего варианта, только лишь всплывающий и суспендер. Так что в этом плане Lurmax как бы продлил данную линейку, а не тупо скопировал существующие. На борту есть два острых тройника достойного качества, да и в общем вся фурнитура вопросов не вызывает. У меня, кстати, в начале возникли нехорошие подозрения в стойкости покрытия, поскольку первая же пойманная щука нанесла воблеру повреждения. Я уж там подумал, что покраска будет слазить кусками, но мои подозрения не подтвердились. За часть сезона, когда я ловил этим воблером, он нещадно атаковался зубастыми и существенного урона не понес. Кроме стойкости, покрытие обладает широким рядом расцветок, от кислотных до натуральных. Лично мне больше всего нравится цвет, так называемый арбуз. Кстати, даже тут производитель внес кое-что свое, поскольку эта расцветка не классический арбуз, а я бы так сказал, более веселая расцветка. Воблер этот шумовой, но не звонкий. Погремушка организована с помощью нескольких мелких шариков, в связи с чем звук получается такой высокочастотный. И я уже для себя давно отметил, что подобный шум очень хорошо срабатывает в определенных условиях. Например, таких как холодная вода. Да и вообще он не отпугивает даже пассивную щуку, а наоборот активно приманивает с приличных расстояний. О, рыба! Есть! Динго рулит! Нормальная такая щука. Дай-ка мы тебя вот сюда заведем. Динго ловит. Зацепилась за один тройник всего.
А течение тут не слабое. Ну пока отработал воблер Динго от Люрмакс. Классный такой в расцветочка, мне нравится. Да и по игре воблер тонущий, кстати. Вот здесь не очень глубоко, прям от дна взяла. Воблер в первую очередь, конечно же, заточен под рывковую анимацию. Но и на равномерной проводке не лишен своей игры, в общем, тоже может соблазнять щуку. А на рывках он рыскает из стороны в сторону, на паузах медленно погружается. Наиболее часто применяемые мною проводки — это чередование одинарных, двойных и тройных рывков с паузами разного диапазона. Чем пассивнее щука, тем более длинные паузы я делаю. И наоборот, при высокой активности включаю уже агрессивный твичинг. Кстати, количество рывков можно миксовать. Воблер хорошо сбалансирован, поэтому на проводках разной интенсивности не заваливается на бок. То же самое касается течения. В течении никаких завалов не происходит. Щука довольно часто очень жадно его атакует. Такой средний размер воблера, нормальный заброс и возможность быстрых проводок позволяют использовать его в качестве разведчика. Отличный заброс. Сейчас так уверенно взяла щучка это. Ну, как будто в стопор так бам, воблер сразу остановился. Отлично. Ну а теперь подведем итоги. В целом я от этого воблера ничего и не ждал, а он взял и удивил меня. Включился, в общем-то, в работу с первой же рыбалки и ловил щуку весь сезон, не покладая рук. Как такая рабочая лошадка. А вернее даже собака, судя по названию. И не важно, что он не точная копия известного дуа Realist Jerkbait. Довольно точно скопирована лишь форма. Приманка все равно отлично ловит, а имеющиеся характеристики позволяют скорее дополнить оригинал, а не конкурировать с ним. Плюс еще в том, что более дешевая цена по сравнению с оригиналом позволяет ловить им в более сложных условиях и не бояться его потерять. И, кстати, мой воблер в самой любимой расцветке, к сожалению, уже погиб в неравной борьбе на одной из последних рыбалок. Так что любим, помним и скорбим. Берегите себя. Всем счастливо. Всем пока.